Всем привет. Сегодня у нас закрытые расклады в открытом виде. Итак, сегодня у нас про Лилит, про тень Лилит. И посмотрим, что скрывает твоя тень в твоей... Знаете, слово это нельзя произносить, поэтому давайте я быстренько вот так скажу, да, пока никто не слышит. Сексуальность — это у нас будет компотность. Все, что связано с этим, это компот. Все поняли, чтобы мне в комментариях не писали, что за компот, что за энергия компота. Итак, посмотрим твою компотную энергию. И я думаю, что давайте начнем. Единички не готовы к правде, лучше сразу уходите, потому что все на меня обидятся сегодня. Но мне очень нравятся такие расклады, а не как он покакал сегодня, что он подумал о тебе, что он подумал о тебе в 3 часа 21 минуту утра. Поэтому передо мной бумажка с вопросами, их 6, карты читаем по одной. Итак, что скрывает твоя тень Лилит в твоей компотной энергии? Ну, знаешь, тут все очень конкретно по карте. Твоя тень Лилит, она прячет не просто вот подавленные желания, да, а глубокую уверенность в своей непригодности для настоящей близости. Потому что ты роль привыкла играть, там, защиту строить из недоступности, из контроля. Это вот как будто ты заранее знаешь, что тебя отвергнут, поэтому сама ты первая выстраиваешь вот эту стену. Компот для тебя — это поле битвы, где нужно доказывать свою ценность, но одновременно избежать уязвимости. Ты хочешь власти над ситуацией, да, чтобы никто не смог причинить тебе боль. Поэтому ты выбираешь сценарии, в которых либо ты контролируешь, либо ты на дистанции держишься. И это замкнутый круг. Под вот этой потребностью в контроле скрывается страх быть настоящей. Со всей своей там чувственностью, с желаниями. Ты боишься показать свою истинную природу, потому что ты убеждена, что она там непривлекательна или даже отталкивающая. А то и вообще я плохо пахну, да? Хотя это не так. Ты просто это все выдумываешь в голове. И вот эти установки, они уходят в корнями, конечно, в прошлое, где тебя или обесценили, или не принимали такой, какая ты есть. Вот твоя тень Лилит, она прячется за маской силы. Вот, знаешь, вот силы раненой девочки. Вот как это сказать? Ну, так и есть. Вот раненая девочка, которая боится быть отвергнутой, и поэтому она сама защищаться начинает. И ты веришь, что если ты будешь там недосягаемый, то никто не сможет причинить тебе боль. Но же это иллюзия. И эта защита, она лишает тебя возможности испытать там близость настоящую, да, удовольствие настоящее от компота. Твоя компотная энергия, она заблокирована страхом и чувством вины. Тебе кажется, что там желание — это что-то такое постыдное. Поэтому ты стараешься его подавить или перенаправить в контроль. Ты привыкла себя оценивать через вот призму чужого мнения и стремишься соответствовать ожиданиям других. И это что делает? Это же лишает тебя свободы самовыражения и приводит к чувству неудовлетворенности. Тебе нужно признать свою ценность, принять свои желания, позволить себе уязвимой быть. Только так ты сможешь освободить свою вот эту энергию компота, да, и испытать близость настоящую.
Как ярость Лилит проявляется в твоей жизни? Ну, знаешь, ярость вот этой вот Лилит, она не взрывается фейерверком, она изнутри гноит, выливаясь в постоянное чувство несправедливости, обиды и так далее. Вот если так вот взять, да, на вид, ты склонна к сарказму, резкая в общении, особенно когда чувствуешь себя ущемленной. А если, не дай бог, там кто-то хочет над тобой пошутить, у тебя включается вот эта вот королева мечей. Холодный расчет, держишь все под контролем. Но ведь за вот этим всем скрывается по-настоящему глубокая боль и страх потерять власть. Она проявляется у тебя, эта тень, там, в манипуляциях, в стремлении доминировать в отношениях. Ты мне часто говоришь, да, что нам, девочкам, надо? Лишь бы любили, я буду там ему борщи варить, я не буду им манипулировать, давить, подкаблучника делать. Но нет, если появляется мужчина, который такой же сильный характером, ты его давишь. И себе ты не позволяешь проявлять слабость, и предпочитаешь дистанцироваться от тех, кто тебя ранить может. Тебе сложно людям доверять, потому что ты боишься быть использованной или вот преданной. И вот эта ярость, она проявляется в твоих конфликтах внутренних. Ты хочешь близости, но одновременно ты ее боишься. Ты стремишься там к успеху, но постоянно ты в своих силах сомневаешься. Вот я тебя не призываю, а просто вот на примере проживания арканов. Ты пошла в проживание, и сразу и я не смогу, это не мое. Ты и себя критикуешь, и других критикуешь, и чтобы чувствовать себя лучше на их фоне. А потому что никак по-другому, у тебя другой стратегии нет. Это способ твой компенсировать свою неуверенность и страх быть несостоятельной. Эта ярость еще проявляется даже в твоих мечтах и фантазиях. Ты представляешь себе такие ситуации, где ты получаешь все, чего хочешь, но при этом ты остаешься недосягаемой и защищенной. Тебе нравится играть роль вот этой сильной, независимой женщины. Я мечевая. Но ведь за этой маской скрывается глубокая уязвимость твоя. Это как будто ты вот строишь крепость вокруг себя, да, чтобы никто не проник внутрь. Но ведь эта крепость лишает тебя возможности испытать настоящую там радость, счастье и так далее. Ты привыкла решать проблемы самостоятельно, и ты редко обращаешься за помощью к другим. Тебе вот кажется, это для слабаков, это признак слабости. И вот эта установка, она у тебя из прошлого, где тебе приходилось полагаться только на себя. И эта ярость, она не проявляется открыто, нет. Она проникает, вот как есть такая вот плесень черная. Она везде проникает, и ее фиг выведешь. И вот у тебя точно так же. Она проникла во все сферы твоей жизни, от отношений до твоей работы, до карьеры. Ты постоянно чувствуешь напряжение, постоянно ты не удовлетворена ни тем, что ты делаешь, ни тем, что тебе делают. Извиняюсь. Какие раны прошлого питают ее крик вот этот? Ну, тут все детские обиды. А что я тебе могу сказать? Карта показывает, что ты строила воздушные замки, мечтала о любви, принятии, но эти мечты, они разбивались. А реальность? Тебе, тебя вот не видели такой, какая ты есть на самом деле. Никто. В детстве тебе говорили, что твои желания, они неприличные, они недостойны внимания и так далее. Тебя критиковали за твою там эмоциональность, чувствительность, за слезы. Наоборот, тоже могли игнорировать твои потребности, твои чувства. И вот эти раны, они сформировали у тебя глубокую убежденность в том, что ты недостаточно хороша для любви и принятия. Ты привыкла скрывать свои вот эти истинные желания и строить защиту из вот этих иллюзий и фантазий.
Тебе кажется, что если ты покажешь себя настоящую, то тебя там не поймут, да? И у тебя вечные поиски своих людей. Они все твои. Ты создаешь себе, вот знаешь, идеализированные образы мужчин и ожидаешь от них того, чего они тебе дать не могут. И когда вот эти вот ожидания, они не оправдываются, то ты чувствуешь разочарование, обиду. И вот это порождает уже цикл твоих негативных эмоций, который питает ярость вот этой Лилит. Тебе, знаешь, осознать нужно, что ты заслуживаешь любви, там, принятия такой, какая ты есть. Не нужно там масок вот этих. Ты должна отпустить свои иллюзии и научиться видеть реальность такой, какая она есть. Знаешь, вот эти раны прошлого, они проявляются в твоих отношениях, в отношениях с мужиками. Ты выбираешь таких, которые соответствуют твоим детским представлениям об идеальном мужике. Но эти мужчины часто оказываются недоступными или просто эмоционально холодными. И это что делает? Заставляет тебя чувствовать себя брошенной опять, отвергнутой. И у тебя вот этот вот сценарий, он как каруселька. Нужно прекратить повторять эти сценарии, которые устарели, и научиться выбирать мужчин, которые будут уважать твои чувства, твои потребности. Короче, раны прошлого — это вот как раз топливо для ярости Лилит. Ты должна исцелить эти раны, чтобы освободиться от вот этих негативных эмоций и построить нормальные, здоровые отношения. Что Лилит шепчет тебе в моменты тишины? Ну, знаешь, тут о твоей силе шепчет, но это, знаешь, это не сила королевы. Это вот как сила дикой природы. Луна, она показывает, что вот эти послания, они приходят из подсознания, скрытые вот в этом тумане страхов, сомнений. И вот Лилит, она тебе говорит, что ты достойна большего, чем то, что ты имеешь сейчас. Она тебе напоминает о твоей вот компотности, чувственности, но не в позитивном ключе, а как об опасности, которую нужно контролировать. Она шепчет, знаешь, вот о мести, справедливости, о том, что ты должна наказать тех, кто боль тебе причинил. И вот эти мысли, они для тебя очень вкусненькие, соблазнительные. Особенно, когда ты себя там ущемленный или обиженный чувствуешь. Но они же ведут в никуда. Лилит тебя подталкивает к этому саморазрушению. Заставляет совершать такие поступки, о которых ты потом жалеешь. И вот она шепчет тебе о том, что тебе нужно быть там сильной, независимой. Но эта сила основана на страхе и недоверии. Лилит тебе говорит, что ты должна свою жизнь контролировать, но этот контроль, он тебя свободы и радости лишает. И эти послания, они звучат заманчиво, вкусненько, тебе хочется их. Особенно, когда ты себя одинокой, потерянной чувствуешь. Но сейчас ты именно такой себя и чувствуешь. И вот эти послания, они же ведут к вот этой самоизоляции, к депрессии, к апатии. Она тебе шепчет о том, что тебе нужно быть идеальной, чтобы заслужить любовь и принятие. И вот эта установка, она лишает тебя возможности быть собой. Понимаешь? Собой настоящей. Лилит тебе говорит, что ты должна там скрывать свои желания истинные, строить защиту из иллюзий, и это приводит к чувству неудовлетворенности и разочарования. И вот когда тишина, то она напоминает тебе о прошлых ранах, о предательствах, о обидах, и это заставляет тебя чувствовать жертвой всего мира, жертвой обстоятельств. Лилит
шепчет тебе о твоих страхах, о твоих сомнениях, о твоей боли, о твоем гневе, о всех предательствах. Она пытается тобой манипулировать, чтобы ты оставалась в плену вот этих старых сценариев. Как укротить ее ярость и превратить в союзницу? Ну, знаешь, тут все серьезно. Это работа на износ, как лошадь. Но она того стоит. По девятке жезлов, знаешь, это про то, что ты должна выстоять в одиночной борьбе с самой собой. Укрощение Лилит — это не про подавление ее энергии, нет. Это про направление ее в нормальное русло, конструктивное. Тебе вот нужно признать свою ярость и выход ей дать. Не бойся говорить там о своих чувствах, о своих потребностях, о своих эмоциях. Защищай свои границы и не позволяй другим использовать тебя. Это потребует от тебя много усилий. Но это единственный способ освободиться от вот этих негативных эмоций. Ты должна научиться себе доверять. Доверять своим инстинктам. Перестань искать там одобрения, поощрения у других. Прислушивайся только к своему внутреннему голосу. Вот найди какое-нибудь творческое выражение для своей энергии. Например, там займись тем, что радость тебе приносит, что вдохновление тебе приносит. Это танцы и так далее и тому подобное. То есть любой вид деятельности, который позволит тебе выразить свои чувства и эмоции. И укрощение Лилит — это не быстрый процесс, нет. Тебе придется столкнуться с множеством трудностей, испытаний. Это вот как императрицу проживать. Но если ты будешь настойчивый и целеустремленный, то сможешь достичь своей цели. Понимаешь? Не пытайся сделать все сразу. Дай себе время на отдых, на восстановление. Там вот эти вот по природе погуляй, йогой займись, там медитируй. Тебе нужно научиться расслабляться и напряжение отпускать. Понимаешь? Это тебе поможет сохранить там энергию, избежать вот этого выгорания, которое у каждой сейчас. Укрощение Лилит — это не про уничтожение своей тени, нет. Это про, как вот сказать, интеграцию ее в свою личность, понимаешь? Ты должна принять свою ярость как часть себя и использовать ее для достижения своих целей, но никак не то, что она тобой управляет, понимаешь? Что ждет тебя, когда Лилит станет частью тебя? Ну, знаешь, это будет период такого затишья перед новой жизнью. Извиняюсь. Карта про то, что сначала тебя ждет вот такой период восстановления, переосмысления, отдыха. Ты будешь нуждаться в тишине, в одиночестве, я бы сказал, чтобы вот эту новую энергию Лилит в свою жизнь интегрировать. Это время будет там подведение итогов, планирование будущего. Тебе нужно будет отпустить старые обиды, старые вот эти разочарования, чтобы освободить место для новых возможностей. И эта фаза будет непростой. Ты почувствуешь вот это вот усталость, апатию, хочется лежать, плевать в потолок, даже депрессию. Но это нормально. Понимаешь? Главное не оставаться наедине со своими проблемами. Когда вот ты пройдешь через вот этот период восстановления, то ты почувствуешь себя вот сильной, уверенной в себе. Но на данный момент, когда ты это будешь проходить, ты, как сказать, не оставайся одной. Проси помощи. Потом ты научишься принимать свою компотность и свою чувственность без стыда, без вины и без прочего вот этого всего. Станешь более независимой и более самостоятельной. Но не так, как сейчас, а в нормальном ключе. То есть здоровые отношения сможешь строить, которые основаны на взаимном уважении и доверии, а не на того, кто друг друга
кто кого растопчет. Понимаешь? Все будет хорошо. Если ты в проживании арканов, это все в императрице. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки. Что скрывает твоя тень Лилит в компотной энергии? Ну, знаешь, ты прячешь за своим показным спокойствием, практичностью огромный страх перед уязвимостью. Вот твоя тень Лилит, она не про желание, нет. Она про ощущение своей незначимости. Вот как я не знаю, как сказать. Незначимость, а как я по-другому скажу? То есть ты строишь вокруг себя мир такой стабильный, предсказуемый, все под контролем, потому что хаос пугает тебя до дрожи. Особенно хаос близости. Там, где страсть, фейерверки. Но тут не совсем про компотность как таковую, да? Это про страх потерять свою ценность, если ты откроешься кому-то полностью. У тебя привычка, знаешь, какая есть? Мужиков оценивать. Проверять их на соответствие твоим критериям. Как будто ты ковер покупаешь, а не ищешь родственную душу. Ты тратишь энергию на поддержание иллюзии собственной независимости и своей там компетентности. Потому что признать потребность в другом человеке значит показать свою слабость. Ну, это твои убеждения. И в этой стратегии твоя выгода есть. Если отношения не складываются, ты можешь себе сказать, что мы характером не сошлись, а не из-за твоих вот этих страхов внутренних. И это позволяет тебе сохранять иллюзию своей целостности и избежать боли от реального отвержения. Ты добиваться всего сама привыкла. Поэтому подсознательно ты считаешь, что близость – это зависимость, которую нужно избегать, убегать, и это вообще все плохо. И вот эта установка, она из прошлого, конечно же, где тебе приходилось на себя только полагаться. Как ярость Лилит проявляется в твоей жизни? Ну, знаешь, она не фейерверками взрывается, нет. Она тихо, вот как вода камень точит же, вот она тебя подтачивает изнутри. А проявляется в твоей склонности к манипуляциям, пусть даже неосознанным. Ты используешь хитрожопость и обман, чтобы получить желаемое, потому что прямое выражение своих потребностей тебе кажется слишком рискованным. Ты как в шахматы играешь с мужиками. Рассчитываешь ходы наперед, да, чтобы не оказаться в этой проигрышной ситуации. А ярость, Лилит, она проявляется еще в твоей, знаешь, вот критичности по отношению к другим людям. Особенно к тем, кто пытается к тебе приблизиться. Ты сразу в людях смотришь недостатки, чтобы оправдать свою дистанцию и избежать этой близости. И вот эта критика – это твоя защита, чтобы контроль сохранить над своей жизнью. У тебя есть, знаешь, автоматическая такая реакция на любое проявление симпатии. Ты начинаешь сомневаться в искренности другого человека. То есть ты не веришь в безусловную любовь. Ты считаешь, что за любой услугой или там вниманием скрывается какой-то подвох. Он что-то задумал. И вот он, внутренний конфликт. Тебе хочется там на ручки, там близости, тепла, чтобы обняли, по голове погладили. Но страх быть обманутой, он тебя парализует. У тебя установка, знаешь, какая? Доверие – это ерунда. Нет, глупость, не ерунда, глупость. Доверие – это глупость. И она, вот эта установка, она у тебя в твоем сознании прям вот корни пустила.
Ты терпишь пассивную агрессию со стороны других, потому что ты боишься конфликта, считаешь, что лучше молчать, чем там высказать свое мнение. И все это из детства, где ты чувствовал себя беспомощной перед взрослыми людьми. Какие раны прошлого питают крик Лили? Ну, знаешь, корни ярости, знаешь, в ощущении несправедливости и унижения в детстве. Тебе не хватало внимания, тебе не хватало признания со стороны вот значимых для тебя взрослых. Тебя сравнивали с другими, или там ругали тебя за то, что ты там не соответствуешь каким-то там ожиданиям. И вот это все породило обиду, причем глубокую, и ощущение собственной неполноценности. И вот этот крик Лилит, он питается убеждением, что твои потребности, они не важны, что ты должна заслужить любовь, должна заслужить уважение, именно должна, именно заслужить. У тебя сейчас как в голове: я должна быть идеальной. И вот это стало для тебя законом жизни. Ты привыкла подавлять свои настоящие желания, свои чувства настоящие, чтобы угодить другим людям. И это привело просто к потере связи с самой собой и к ощущению вот этой внутренней пустоты. В прошлом тебя предали, отвергли. И это все заставило тебя закрыться от мира, перестать людям доверять. И ты научилась защищать себя, выстраивать вокруг себя вот эту стену непробиваемую. И эта защита, она просто стала для тебя нормальной формой поведения, привычной, вот ежедневной. Даже если она тебе больше вреда приносит, чем польза. И конфликт в чем? В том, что ты хочешь быть любимой и принятой такой, какая ты есть, но ты боишься показать свою истинную сущность. В итоге терпишь манипуляции со стороны других, потому что ты считаешь, что это цена за любовь и за признание. И, скорее всего, ты часто залазишь в роль любовницы. Потому что что? Потому что он молодец. Границы твои размыты, и ты другим людям вторгаться в твое личное пространство позволяешь. Но это же все копится. Скажи еще, что не так. Что Лилит шепчет тебе в моменты тишины? Ну, знаешь, в тишине о твоей силе шепчет, которую ты очень сильно скрываешь. Она о том говорит, что ты достойна большего, чем то, что ты имеешь сейчас. Но это не призыв к действию, нет. Это скорее как констатация факта. Ты сама себя ограничиваешь, боясь проявить свою истинную сущность. И Лилит шепчет о твоей вот этой там компотности, как вот про источник силы и энергии. Но ты привыкла воспринимать ее как что-то грязное и постыдное. Она о том говорит, что тебе нужно перестать бояться быть собой, начать жить в соответствии со своими истинными желаниями. Но этот голос, он как упрек звучит. Он знаешь, как звучит? Ты слабая, ты боишься, ты не можешь, ты ничто, ты ничтожество. Вот примерно вот так. Лилит шепчет о мести за все обиды прошлого, но это ненормальный совет. Это скорее выражение ее ярости и разочарования. Она говорит о том, что тебе нужно наказать тех, кто боль тебе причинил. Но это приведет же только к новым страданиям. В тишине Лилит, она напоминает тебе о твоих прошлых ошибках, про твои неудачи, заставляет тебя сомневаться в своих собственных силах. Она говорит тебе, что ты непригодна для любви, что счастье — это не твое. Она пытается удержать тебя вот в плену вот этих убеждений старых. И страхов, конечно же. Как ярость укротить ее и превратить в союзницу? Тут, знаешь, это
карта, она не про подавление лилитовской энергии, а знаешь, а про признание ее силы и свою личность, конечно же, интеграцию. Тебе нужно перестать бояться своей компотности, понимаешь? И начать воспринимать ее как источник там вдохновения, например. То есть, но это требует честного разговора с самой собой, признания своих истинных желаний, своих потребностей. Ты должна научиться границу устанавливать, отстаивать свои интересы, не боясь конфликта, которого ты сейчас до дрожи в жопе боишься. Тебе нужно перестать искать одобрения со стороны людей, которых тебя окружают, и начать доверять своей интуиции. Вот укрощение Лилит в твоем случае — это про принятие своей темной стороны и превращение ее в друга, в союзника. А это нужна самодисциплина, смелость. Ты должна научиться контролировать свою вот эту злобу и ярость и направлять ее в нормальное русло. Не пытайся себя изменить. Прими себя такой, какая ты есть, со всеми своими недостатками, достоинствами и так далее. Сделай что-то вот приятное для себя, не заботясь о мнении окружающих. Вот я много раз говорил, купи красный шарик, который гелем надутый, и погуляй с ним. Разреши себе быть вот уязвимым, открытый, не боясь быть то, что осмеянный, отвергнутый и так далее. Никто над тобой смеяться не будет. Тебе нужно научиться любить себя, уважать себя. И самое важное, свои эмоции. Это важнее. Что ждет тебя, когда Лилит станет частью тебя? Ну, знаешь, тебя ждет не бурный роман, нет, или там вселенская любовь, нет. У тебя просто ждет внутренняя стабильность и уверенность в себе, в своих силах. Тебе не нужно будет больше строить защиту из вот этой недоступности, потому что ты просто будешь чувствовать себя вот достаточно сильной, такой, какая ты есть. Научишься доверять людям, позволять им приблизиться к тебе, не боясь быть обманутой или использованной. Твоя вот эта компотность, она будет источником радости, вдохновения, а не поводом там для стыда или там, не дай бог, для страха. Сомнения, неуверенность тебя больше не будут мучить. Ты будешь четко знать свои цели и стремиться к ним с уверенностью, там, с решимостью. Но это ни в коем случае не значит, что жизнь там легкая и безоблачно станет. Нет, наоборот, тебе придется сталкиваться с новыми там проблемами, трудностями, но теперь у тебя будет достаточно силы и энергии, чтобы им всех в рот победить. Понимаешь? Все ты понимаешь. Конечно, все ты понимаешь. Ты б меня не смотрела. Давайте посмотрим третий вариант. Троечки, заиньки. Я так скажу. Что скрывает твоя тень Лилит в твоей компотной энергии? Ну, знаешь, Лилит у тебя, она не просто прячется, нет. Она у тебя агрессивно хочет внимания, прям требует внимания. Вот у тебя она не про подавленное желание. Она про заблокированную силу, которую ты сознательно сдерживаешь. Потому что что? Привыкла быть хорошей девочкой, всем угождать, конфликтов избегать, я хорошая. Но вот под этой маской у тебя вулкан энергии, который вот-вот взорвется. Наружу он рвется.
Это энергия страсти, но она искажена чувством вины и стыда. Тебе вот кажется, что проявление своей истинной компотности, да, это эгоизм, это нарушение каких-то там устоявшихся правил. Ты боишься осуждения, ты боишься потери контроля. Поэтому что ты делаешь? Конечно, в зоне комфорта остаешься. Потому что тебе так удобно. Даже если эта зона — это тюрьма для твоей души. И тут не просто страх отвержения, нет. Тут глубокое убеждение, что я недостойна любви, я недостойна принятия такой, какая есть на самом деле. Да кому я такая, какая я есть, нужна? И все это, вот это все говнишко, оно транслируется в постоянную потребность доказывать свою ценность через достижения, через там внешнюю привлекательность, губы эти, как называются-то, я забыл, прости. Уколы в губы, вот это все. А внутри пустота. Ты пытаешься вот эту пустоту заполнить чужими оценками, а не собственной любовью к себе. Ты колешь себе вот эту всякую хрень не потому, что ты себя любишь, а скорее наоборот. И вот эта тень Лилит, заблокированная и разъяренная, она начинает саботировать твои отношения, подрывать веру в себя, приводить к саморазрушению. В итоге ты строишь крепость из правил и ожиданий, чтобы защититься от мира, который, как тебе кажется, не готов принять твою настоящую силу. Как ярость Лилит проявляется в твоей жизни? Ну, тут ярости у нее не бьет посуду и истерики не устраивает. Нет. Она из-под тишка действует. Из-под тишка, вот изнутри, как червячок этот грызет тебя. Ты ощущаешь постоянную усталость, постоянно ты раздражена, даже не знаешь на что, но вот все бесят. Апатия. Тебе сложно получать удовольствие от жизни, даже вот от тех вещей, которые раньше радость приносили. Эта ярость, еще она проявляется в этом, как его, когда черное к черному перфекционизме, в самокритике, самосаботаж тоже. Ты ставишь перед собой, нереальные цели, изматываешь себя работой, а потом винишь себя за то, что ничего не получается. Это способ наказать себя за свою неправильность, за стремление к удовольствию, за стремление к свободе. В отношениях ты или контролируешь мужика, подавляя его волю, либо позволяешь собой манипулировать, чувствуя себя жертвой. Третьего не дано. Ты близости боишься, но в то же время ты отчаянно хочешь ее. И вот эта борьба внутренняя, она приводит к постоянным конфликтам, к постоянным разочарованиям. И ты и снова возвращаешься к этой привычной модели поведения. Строить стены, избегать уязвимости. Ну слушай, это ярость, это же не просто какая-то негативная эмоция. Это энергия, которая выхода хочет, но ты ее подавляешь, боясь последствий. Ты как будто вот сидишь на пороховой бочке и куришь, и ждешь взрыва. И вот этот взрыв, он может произойти в самый неподходящий момент, разрушив все, что тебе дорого. Тебе кажется, там лучше страдать молча, чем там рискнуть и контроль потерять, показать свое истинное лицо. Но это иллюзия. Контроль — это всего лишь видимость порядка, за которой скрывается хаос из неразрешенных проблем. Какие раны прошлого питают ее крик? Ну, знаешь. В детство, ты куда ушло? Ты росла в семье, где
Твои потребности, они игнорировались, а твои желания подавлялись. Тебе говорили, ты должна быть скромной, послушной, как сказать, тихой. Твоя компотность считалась чем-то там неприличным, постыдным. Это ты что? Манипулировали тобой через внешность и через тело, заставляя чувствовать себя объектом, а не личностью. В итоге ты получила сообщение, что твое истинное «я», оно недостойно ни любви, ни принятия, и никто на тебя не посмотрит. И что это сделало? Это привело к формированию глубокой травмы, которая продолжает влиять на твою жизнь. Ты привыкла скрывать свои чувства, подавлять свою волю и другим угождать. И теперь вот эта модель поведения, она автоматически включается у тебя во всех ситуациях, где ты чувствуешь там угрозу или там наоборот уязвимость. Ну слушай, это же не значит, что виноваты твои родители. Нет, они просто делали то, чему они научились сами. Но ответственность за исцеление, оно лежит на тебе, не на них. Признай свои раны, прости себя, прости других, начни свою жизнь по-новому. Тебе нужно вернуть себе право быть собой, без вот этого, что тебя отвергнут или осудят. Эта травма — это не приговор. Это просто опыт, который можно использовать для своего роста и для своего развития. Но сначала ты должна осознать его и проработать. Если ты в проживании арканов, то это в императрице. Что Лилит шепчет тебе в моменты тишины? Ну, знаешь, она о твоей истинной силе шепчет. Она шепчет о страсти, о свободе, о самовыражении, но эти слова, они упрек. Это как и напоминание о том, что ты чего-то не того делаешь, ты что-то скрываешь. То есть, как сказать, вот Лилит, она показывает тебе твою непринятую тень. То есть ту часть тебя, которая бунтует против правил, против ограничений, она говорит о твоем праве на удовольствие, на то, что ты можешь жизнью наслаждаться, на компотность без вот этого, без вины. Но ты боишься этих слов, потому что они противоречат твоим убеждениям. Ты должна быть тихо себя веди. Вот примерно вот так. Тебе кажется, что если ты позволишь себе быть собой, то все разрушится. Контроль боишься потерять, порядок нарушить боишься, других разочаровать боишься. Поэтому ты заглушаешь голос Лилит, игнорируешь ее шепот, стараешься, знаешь, не думать про свои желания. Но это же бессмысленно. Лилит, она, никуда не денется. Она всегда будет рядом. Напоминать о своей силе, о страсти. И чем дольше ты будешь сопротивляться, тем сильнее она будет. Тебе нужно научиться слушать ее голос, понимать ее послание и принимать ее как часть себя. Это не значит то, что тебе там нужно все бросать и бежать, как говорится, на край света. Нет, но это значит, что тебе нужно начать жить своей жизнью, а не той, которую тебе навязали другие. Понимаешь? Как укротить ее ярость и превратить в союзницу? Ну, знаешь, тут вот в твоем случае укрощать — это не совсем правильное слово. Тебе нельзя ее укротить, ее нужно признать, понимаешь? И попытки вот подавить ее только усилят ее гнев. Тебе нужно найти какой-то конструктивный выход для этой энергии. Вот с малого начни, давай на примерах. Позволь себе вот делать то, что тебе нравится. Но это раньше казалось неправильным или там эгоистичным. Понимаешь? Займись творчеством каким-то, спортом займись. То есть всем, что вот позволяет тебе выразить свою страсть и силу, понимаешь?
Нет, говори тем, что тебя не устраивает. Границы четкие установи в отношениях с другими людьми, не только в этих с мужиками, да, а и с подругами тоже. Перестань угождать всем подряд, начни о себе заботиться. И это не эгоизм, нет, это самосохранение. Лилит — это твоя энергия трансформации, она помогает разрушить тебе старое и создавать новое. Вот и использую для своего роста и для своего развития. Понимаешь? Ты любви достоин, и счастья ты достойна такой, какая ты есть на самом деле. И твоя вот эта компотность — это же не порок, это дар. Тебе нужно научиться принимать этот дар с благодарностью и использовать его, конечно же, для своего удовольствия, а не для чьего-то там, понимаешь? Что ждет тебя, когда Лилит станет частью тебя? Ну, знаешь, взрыв энергии и свободы, а тут по-другому никак не скажешь. Ты себя почувствуешь сильной, уверенной, независимой. Тебе не нужно будет доказывать свою ценность вот этим вот паразитам. Ты будешь знать сама свою ценность. Отношения твои, они станут более гармоничными, более насыщенными, потому что ты сможешь быть самой собой без страха, что над тобой там посмеются или осудят. Ты научишься получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях, не только компот. Но это не значит, конечно, что все легко, это долго все. Но зато ждет тебя жизнь, которая будет наполнена страстью, творчеством и любовью, в первую очередь, к самой себе. И знаешь, всегда помни, что я с тобой рядом.